Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем сегодня в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 28 января. Вы знаете, в какой-то степени это сегодня день опасный, тяжелый. Сегодня день колдунов, и поэтому мы рекомендуем всем в этот день, 28 января, поставить защиту, которая будет обладать достаточно огромной силой. Поэтому обязательно сегодня 28 января проведите эту практику. Почему именно эту практику? Что нужно обязательно сегодня сделать? Далее в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, сегодня 28 января проходит народный праздник Павлов день. Также этот день еще называют Днем колдунов. И по народным поверьям, сегодня, 28 января, пятница, это еще и опасный день. Вы, конечно, спросите, а почему он опасный? Дело в том, что именно сегодня по народному календарю наши предки считали, что колдуны передают свое колдовское искусство ученикам. Так как ученикам при принятии такого дара следует обязательно опробовать свои навыки непосредственно, то в этот день стоит соблюдать некоторые предписания для того, чтобы не попасть под их чары и не оказаться под прицелом проклятий, сглазов, различных ритуалов, обрядов, которые могут повлиять на вашу жизнь, а значит и привнести в вашу жизнь темную сторону, привнести то, что, возможно, точно вам не нужно и не надо. Поэтому сегодня не рекомендуется общаться с теми, кто занимается колдовскими и магическими практиками. Кого вы подозреваете в таких увлечениях? Вы лучше знаете своих друзей, знакомых, близких, родственников, которые, возможно, балуются, а возможно, действительно занимаются этим серьезно, потому что в этот день их действия могут быть особенно опасными. Поэтому в этот день, 28 января, не стоит обходить внимание даже самые простые способы уберечься от сглаза и порчи. Есть возможность сегодня, проведите практику, которую мы поговорим о ней немножко далее. Также вы ему не знаете, не желаете, хотя бы самое простое, прочитайте молитву «Отче наш» 3 раза. Сходите в храм, сходите в церковь. Поставьте молебен за здравие себя, тех членов семьи, которые проживают с вами. Выпейте святой водички. А вот если вы, даже есть малейшее подозрение на то, что у вас возможен сглаз или какой-то негатив к вам прицепился, сразу же постучите 3 раза по дереву. Плюйте через левое плечо. Не забывайте сегодня скрещивать пальцы, произносить охранные слова, именно «чур меня». И также вы можете проводить сегодня и другие ритуалы, обряды, практики, которые имеют оберегающие действия. Обращаем ваше внимание, что сегодня, если незнакомец или какой-то малознакомый человек провоцирует вас на скандал, на конфликт, уходите от ссоры, потому что этот человек может быть связан с нечистой силой. Таким образом, он хочет вытянуть из вас необходимую ему энергию при помощи конфликта. Вы поругаетесь, ни к какому решению точно не придете. Сегодня 28 января. В конечном итоге вы будете обессилены, возможно, можете заболеть, какие-то возникнут неприятности. А этот человек, поругавшись с вами, приобретет энергию, которой он будет чувствовать себя намного комфортнее. Также сегодня ни в коем случае не ругайтесь в доме, не выясняйте отношения, никому это не нужно, потому что вы можете разозлить домового, а вы знаете, что злить домового это не очень хорошо, потому что это может привести к плачевным последствиям. Под запретом сегодня и зависть. Не стоит завидовать сегодня другим людям, их удачам, их успехам, потому что это может привести к проблемам в самых разных сферах жизни. Например,
Если вы завидуете коллеге, начальнику, то у вас сегодня могут быть проблемы, например, на работе. Поэтому постарайтесь сегодня думать только в позитивном русле. Порадуйтесь чужим успехом, чужой удачей. Тогда вы вскоре можете получить то же самое, а возможно намного лучше, так как судьба любит добрых людей. Также сегодня, пожалуйста, не ходите грязными, неумытыми или в грязной одежде, потому что считается по народному календарю, что сегодня вы можете привлечь к себе внимание негатива, нечисти, которая может, опять же, вам навредить, и вы можете сделать что-то нехорошее. Также не стремитесь сегодня грубить, хамить, общаться неприветливо с незнакомцами, особенно людьми почтенного возраста, теми, кто старше вас. И таким образом вы можете нажить себе проблемы в разных сферах жизни, особенно в том, что, например, касается здоровья. А здоровье мы должны свое беречь, потому что сегодня лечиться или все, что связано с здоровьем, достаточно дорого. Также не стоит сегодня быть рассеянным, легкомысленным. То, что будет потеряно сегодня, уже никогда не будет найдено или даже возвращено. И это касается не только каких-то обычных вещей, но также и доверия окружающих, дружбы, любви, работы, денег и так далее. Также сегодня не стоит хвастаться или хвастаться своими какими-то успехами. Также, если вам сегодня, например, сообщили о том, что вас поднимают в должность, что вам платят больше зарплату, или вам сегодня выделяют компания машину и так далее, не стоит это даже произносить вслух и хвастаться. Почему? Потому что вы таким образом просто можете сглазить удачу. Нельзя сегодня брать вещи или деньги из рук в руки. Помните о том, что всегда такие любые вещи, и особенно и деньги, мы не берем из рук в руки, а передаем через что-то. Через стол, через стул, табуретку, все что угодно. То есть мы кладем на что-то, и после этого только другой человек берет. Из рук в руки, помните, мы таким образом передаем энергию удачи, успеха и благополучия. Но сегодня это правило и касается тех людей, которых вы не знаете или мало знакомых. Также сегодня не берите неожиданные подарки, вне зависимости, кто бы это ни был. Потому что, когда вы людей не знаете, то вы таким образом, получая подарок в дар, вы можете привлечь к себе определенные проблемы. Также, пожалуйста, не подбирайте сегодня никакие вещи на улице, тем более на перекрестках дорог. Также сегодня постарайтесь избежать своих врагов, недоброжелателей, старайтесь с ними не ругаться и не разговаривать, потому что недобрые намерения других людей могут спровоцировать в ваш адрес порчу или сглаз. И в вашей жизни может начаться ни с того ни с сего, вроде бы у вас все хорошо, прекрасно, жизнь налажена, начнется черная полоса. Также сегодня принято заниматься уборкой, в том числе и генеральной. По народным поверьям, если в этот день не привести дом в порядок, вы можете навлечь на себя тоску и печаль. Поэтому уборкой лучше всего, чтобы занялись не только один член семьи, но и вся семья. Таким образом вы привнесете в дом лад и благополучие. Также, друзья, сегодня нужно быть открытыми и искренними в своих чувствах. Поэтому сегодня легко получить сглаз, порчу. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы провели одну практику. Эта практика проводится только 28 января. Проведите сегодня ее в любое время. Но только помните, когда мы будем ее проводить, вы должны быть только с чистыми помыслами. Итак, сегодня, 28 января, в опасный и колдовской день, в день колдунов, скажите 3 раза в любое время суток следующие слова. Николай, угодник Божий, помощник Божий, ты в поле, ты в доме, в дороге и в пути, на небесах и на земле. Заступись и сохрани от всякого зла. Крест на мне, крест передо мной. Крест святой, да побежит сила супротивная.
Христова печаль, сойди с меня всякая, бесовская власть, всякая порча, всякий хомутец, всякая грязь. На мне святой, животворящий крест, а у всяких колдунов, ведьм нет надо мной никакой власти. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аминь. Итак, эти слова произносим 3 раза. И еще один момент. Каждый раз, когда вы будете читать эти слова, обязательно нужно креститься. То есть прочитали, перекрестились. Далее, прочитали, перекрестились, прочитали, перекрестились. Итого у вас вы должны 3 раза перекреститься. Эта, друзья, практика поможет вам сегодня и направит вас в нужное для вас русло и дорогу. Вот такой, друзья, сегодня достаточно опасный, тяжелый день, но зная, как его правильно провести, вы точно избежите любых проблем и неприятностей. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. А мы с вами, друзья, услышимся уже буквально в следующем видео. Всем прекрасного дня!